Эстонский тренер по фигурному катанию Анна Леванди рассказала о сотрудничестве с российскими специалистами. Вы никогда не думали отправить своих спортсменов потренироваться в Россию? Понятно, что не в этом сезоне, но до него. А мы часто обращались к российским специалистам за консультациями. У Мишина были на сборах, в свое время Эва Лота ездила к Этере Георгиевне на недельку. Алексей Николаевич, кстати, и в этом году успешно провел сборы во Франции, потому что Мишин – это Мишин, профессор, к нему всегда будет отдельное отношение, он вне конкурса. В прошлом сезоне у Ришо на сборах был Сергей Розанов, в этом году его уже не было кстати. Думаю, что не только потому, что не смог, как-то пропало, видимо, желание у организаторов, потому что методы, которые он вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать, нельзя материться на детей. Нужно учить, уважать. И не все это умеют делать. А зачем, если к тебе толпой приходят готовые спортсмены, со всеми тройными? Ты на него тявкнешь, и он с перепуга, что его выгонят, идет на четверные. У нас нельзя так. Надо учить, надо лепить. Я его Лоту Кейбус с фонариков вела. С первых шагов 12 лет. А в России один поломался, миллион желающих придет со всей страны. Все только об этом молятся и мечтают, отметила Леванди. Фигурист Михаил Назарычев, выступавший в паре с Юлией Артемьевой, поделился впечатлениями от работы с Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне вы немало времени проводили в Хрустальном. Какие впечатления оставило у вас это место? Тутберидзе нам помогала всякими советами по поводу костюмов, эмоций, внешнего вида, подачи. Также с нами работала вся ее команда. Сергей Дудаков, Максим Траньков, за что им спасибо большое. У нее сильный штаб. Какое главное впечатление на вас произвела Этери Георгиевна? Серьезность намерений не знаю, как это правильно описать. Это отличный и сильный тренер с командой, в которой у нее все схвачено. Каждый знает свою работу, свои правила, и это очень круто. Дисциплина на невероятном уровне. Даже если сравнивать детей, которые занимаются у нас в Перми у Этери Георгиевны, это просто небо и земля. Понятное дело, что дети остаются детьми везде. Но как только начинается тренировочный процесс у Тутберидзе, эти дети превращаются в маленьких профессионалов. Они знают весь распорядок, все правила. И видно, что это надо им не родителям, не тренеру, который заставляет, именно детям. Поэтому и получаются такие отличные спортсмены на выходе. Многие критикуют строгие методы работы Этери Георгиевны. Вы что-то подобное замечали? Нет каких-то странных методов воспитания. У них просто все по полочкам. А как иначе? Без дисциплины никак. Если ты будешь делать все, что ты захочешь, тогда ничего и не будет. Да, она с раннего возраста приучает детей к тому, что они спортсмены, что на них лежит ответственность. На мой взгляд, здорово, что она прививает это с детства.